Всем привет! Наверное, все знают, что Motorola — это американская компания, принадлежащая китайской транснациональной корпорации Lenovo. Недавно мы получили уникальный смартфон Moto Edge X30. Он получил множество интересных решений. Но самое главное, он стал первым в мире официально представленным устройством, работающим на базе новейшего чипсета от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Компания Motorola на этом решила не останавливаться, и до конца текущего квартала она представит улучшенную версию смартфона, а именно Moto Edge X30 Pro. Основные фишки гаджета — это отличный, что немаловажно, AMOLED дисплей на 6,67 дюймов с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+, фронтальная камера на 60 мегапикселей, аккумулятор на 5000 мАч с 68-ваттной зарядкой Turbo Power, стереозвук с поддержкой Dolby Atmos и тройная основная камера на 50 мегапикселей плюс 50 плюс 2 мегапикселя. Это все, конечно, хорошо, но в третьем квартале текущего года у Motorola появится совершенно новый флагман под кодовым именем Frontier. И в этом смартфоне мы получим впечатляющие технические характеристики. Подумайте сами, это и процессор Snapdragon 8 Gen 2, и отличный изогнутый экран OLED диагональю 6,67 дюймов с кадровой частотой 44 Гц, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт своей флеш-памяти, а также 200-мегапиксельная основная камера Samsung S5K HP1 и много другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Motorola Frontier получит отличный изогнутый экран, выполненный по технологии P-OLED. Напоминаю, P-OLED — пластиковый светодиод. Представляет собой технологию отображения, которая использует гибкую пластиковую основу, такую как полиэтилен-фталат, вместо стекла с органическим LED-полупроводником. Использование большого количества пластмассы вместо стекла, конечно же, позволяет сгибать, складывать и сворачивать дисплей без поломки. Диагональ будет 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, и кадровой частотой 144 Гц. Объем оперативной памяти составит 8 или 12 гигабайт LPDDR5X. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%, а это очень даже неплохо. Флеш-память выступает 128 или 256 гигабайт UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, и функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. По предварительным данным, новый смартфон Motorola Frontier будет стоить в минимальной конфигурации $800. Давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас представлены на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $800 это плюс-минус 60 тысяч рублей. Возьмем до 65. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил целых 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт своей флеш-памяти. 12 моделей. Это Google Pixel 6, Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Asus Zenfone 8, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S20 Plus, Huawei P40 Pro, Galaxy S20, Asus ROG Phone 5s, Asus Zenfone 8 Flip, Mix 4 от компании Xiaomi и Vivo X50 Pro. На мой взгляд, конкуренты действительно достойны. Но основной конкурент, как ни странно, это Google Pixel 6. Минимальная стоимость смартфона 50 тысяч плюс-минус, максимальная 70. Разбежка достаточно большая, но e-каталог собрал практически всех продавцов, которые сейчас есть на рынке. И для себя вы можете выбрать того продавца, который сейчас вам предоставляет максимум скидки. Что немаловажно, есть отзывы реальных покупателей. Прочитав их, вы для себя что-то отметите. А если вдруг у вас остались вопросы, задаем их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео. Также стоит отметить, что смартфон получит
очень быструю проводную зарядку мощностью 125 Вт, а также беспроводную мощностью 50 Вт. На данный момент столь быстрая зарядка возможна только при использовании двух аккумуляторных элементов. Только так можно добиться хорошего отведения тепла, а также сделать смартфон тонким и, что немаловажно, легким. В качестве операционной системы будет использоваться Android 12 из коробки. В системе ассистент запускается после удержания кнопки питания. Также появилась возможность делать длинные скриншоты веб-страниц, быстро делиться ссылкой при помощи перетаскивания, добавилась игровая панель, быстрый переход между медиаприложениями и многое другое. Новинка будет построена на платформе Qualcomm SM8475, а это, как мы знаем, кодовое обозначение Snapdragon 8 Gen 2. Официальная премьера платформы может состояться уже в апреле, а массовое производство стартует в мае или июне. То есть ждать осталось недолго. Чип будет поддерживать все последние стандарты памяти и подключения, в том числе LPDDR5X и Bluetooth 5.3. Еще более раскачанную производительность и стабильность. Стоит отметить, что Motorola Frontier получил 60-мегапиксельную фронтальную камеру с датчиком OmniVision OV60A. Точно такой же датчик мы совсем недавно получили в Motorola Edge X30. Основная камера обещает быть куда круче, чем у нынешнего флагмана. Главный датчик выступит 200-мегапиксельный Samsung S5K HP1. В сенсоре используются разработанные Samsung пиксели размером 0,64. Также он оснащен новой гибридной технологией Bininga 4/4 от компании Samsung. Это означает, что сенсор способен настраивать режимы объединения пикселей в соответствии с условиями съемки, используя для этого сложные алгоритмы программного перераспределения. На основе технологии глубокого обучения возможно снимать видео 8К со скоростью 30 кадров в секунду и ролики в разрешении 4К в режиме замедленной съемки со скоростью 120 кадров в секунду. Также хочется напомнить, что первый 200-мегапиксельный смартфон должен был появиться, да, как ни странно, у компании Xiaomi. Но, как уверяется, именно компания Lenovo может опередить вот эту самую Xiaomi. В двух других моделях будут использоваться датчики разрешения 50 мегапикселей Samsung HN1 сверхширокоугольный объектив и 12 мегапиксель Sony IMX663 телеобъектив. Премьера Motorola Frontier может состояться уже весной. Ну что же, на мой взгляд, конечно же, Motorola Frontier будет просто бомбический смартфон. Я очень рад, что данная компания с каждым годом удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. И мы получаем все лучше и лучше смартфоны. Это очень круто, это очень важно. Потому что все-таки сейчас на рынке только Samsung, Xiaomi, Apple и так далее. Где же Motorola? Вот, пожалуйста, настоящий флагман. Настоящий смартфон с большой буквы. И я очень рад, что именно компания Motorola получит Snapdragon 8 Gen 2. Ну что же, ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.